Оставленная мебель, одежда, личные вещи и даже фотографии. Где вы, хозяева? Что с вами случилось? Кубки, медали, грамоты, благодарственные письма, раскиданные по всему дому мячи и карточки детей-участников футбольного клуба, спортивная форма, накинутая на спинки стульев или подвешенная над рабочим столом как напоминание о каком-то важном матче, периоде или человеке. Все это говорило о том, что хозяин этого заброшенного дома был футбольным тренером. Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний футбол. Именно тот, в который и играли мои команды. Йохан Кройф. Привет всем любителям заброшенных мест! Знаю, как вам нравятся необычные истории про владельцев, и сегодня как раз будет одна из таких. Итак, перенесемся с вами в Италию, где на окраине небольшой деревни, среди полей, стоит одинокая вилла с примыкающей к ней фермой. Стоит и тихонько зарастает наступающей на нее растительностью. Когда-то она принадлежала спортивному тренеру, который, по легенде, совершил преступление и вынужден был бежать из страны, оставив все как есть. Давайте вместе взглянем на нее. Календарь показывал осень, но жаркое летнее солнце посреди голубого неба сбивало с толку. Полдень. Рабочие, уставшие от жары, ушли с полей в прохладу своих домов и в предвкушении долгожданного обеда. Идеальное время, чтобы взглянуть на заброшенную виллу, скрытую разросшимися деревьями и кустарниками. Черное пятно посреди зелени и золота полей. Наверное, ферму, примыкающую к старой вилле, до сих пор использовали, о чем свидетельствовали сваленные под навесом стога сена. Дом пожилого тренера же оставили в одиночестве сопротивляться разрушительному действию времени. Мы зашли в распахнутую и затянутую плющом дверь. Запах старого дома ударил в нос, лицо почувствовало разность температур. Слева находилась кухня, остатки посуды, пустые винные бутылки, газовая плита и печка, календарь на стене. 2007 год? Случайный год или тот роковой, когда дом остался в одиночестве? Идем дальше через перевернутую вверх дном и частично разрушенную темную комнату и коридор. Попадаем в гостиную с потрясающими и все еще немного яркими фресками на потолке. Посередине простенький вытянутый стол с приставленными к нему стульями. По бокам обтянутые паутиной остатки мебели типа шкафов и тумбочек, где кое-где еще лежат вещи бывшего владельца. В основном потрепанные и покрытые пылью спортивные трофеи. Из-за того, что многие окна и двери в вилле были открыты, а сама она заросла плотно примыкающими к ней деревьями, повсюду на полу и на мебели можно было встретить накиданные сюда сухие листья. В углу гостиной в ожидании хозяина замер его письменный стол, над которым повисла когда-то любовно повешенная здесь на удачу оранжевая футболка игрока с номером 14. Его собственная или... Я сразу оговорюсь, что я ничего не понимаю в футболе, но почему-то, когда мы увидели эту футболку, мне показалось, что подвешена она здесь неспроста. И я начала искать, кто из спортсменов выступал под этим номером. И вот что мне удалось найти. Оказалось, что в оранжевой футболке под номером 14 выступал голландский футболист Йохан Кройф под прозвищем «Летучий голландец», игравший на позиции нападающего и бывший первым футболистом, 3 года подряд выигрывавшим золотой мяч. Это награда, вручаемая ежегодно лучшему игроку чемпионата Европы, а также 3 раза выиграл Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и 1 раз в качестве тренера. Заслуженно считается одним из лучших футболистов Европы. Известен своей игрой за нидерландскую команду Аякс Амстердам и испанскую Барселона. После завершения карьеры игрока он стал таким же блестящим тренером, приведшим свои команды к многочисленным победам. Осмелюсь предположить, что наш итальянский тренер считал Кройфа своим примером для подражания. Еще бы, ведь и он после нескольких побед и признания стал работать тренером и тренировал молодых футболистов.
Помните цитату в начале видео? Йохан Кройф говорил: «Больше всего я люблю смотреть, как играют дети во дворе. Это самый искренний футбол. Именно тот, в который играли мои команды». Вы услышите еще дальше в рассказе, что этой же философии придерживался и наш тренер. Так что футболка была повешена здесь неспроста. На полу и на столе лежали карточки ребят из футбольного клуба, старые командные фото. 85-й год, 86-й, грамоты тренеру, сдувшиеся футбольные мячи, которые, к слову, в принципе часто встречались по всему дому, даже на кухне, спортивный инвентарь. К гостиной примыкала еще одна комната поменьше, но скорее всего с той же функцией. Здесь стояли кресла и старенький маленький телевизор, а в пустом шкафу рядом мы обнаружили стопки фотографий. Тренера и его семья. Seems like she is the same. Oh, it wasn't his daughter, and it was her. Oh, I don't know. Бывшая с нами на тот момент подруга Ольга очень удивилась, увидев в основном фотографии с маленькой девочкой. Как? Я всегда думала, что у тренера был сын, а не дочка. Во всяком случае, в таком виде гуляет эта легенда. Некоторые фотографии были сделаны на территории перед виллой, некоторые в самой вилле. Куда делись все эти улыбающиеся люди с них, устраивавшие дружеские или семейные посиделки в этом красивом доме? Неужели их всех не стало, и некому теперь даже забрать фотографии? Пойдем туда посмотрим. Закончив осматривать первый этаж, мы поднялись на второй. Вход на лестницу представлял из себя арку с изящными застекленными дверями, потемневшими от налипшей на них грязи. Лестницу обрамляли кованые перила. Отворив двери арки на втором этаже, мы оказались в очередной гостиной, потолок которой также украшали фрески, а около окон симметрично стояли два кресла. Справа и слева от гостиной были двери в 3 спальни и уборную. Первая спальня оказалась самой просторной и была живописно разделена на 2 части, примыкающей к потолку аркой, теперь покрытой глубокими трещинами в местах соединения с ним. В одной части комнаты посередине стояла большая застеленная кровать, вокруг которой сохранилась мелкая мебель. Тумбочки, кресла, комод, держатель для одежды. Вторая часть, скорее всего, была раньше или гардеробом, или рабочим кабинетом. Как и на первом этаже, на втором все так же было закидано наметенными сюда сухими листьями, громко хрустящими под ногами, стоило нам на них наступить. 2 другие спальни были поменьше и находились в большем бардаке. Потолки в них также украшали фрески с узорами, на простеньких кроватях сохранились грязные покрывала, а в стоящих в комнатах шкафах осталась висеть или лежать поеденная молью одежда. Какую-то одежду, наверное, вытащили из шкафов и развесили по комнатам для пущей драматичности наведывающиеся сюда фотографы.
Закончив осмотр виллы, мы вышли во внутренний двор, чтобы среди разросшейся растительности отыскать покрытую плющом часовню. Стены в ней оказались выкрашены в нежно-розовый цвет, немного потускневший из-за налившей на него грязи и паутины. Часовня все еще хорошо сохранилась, хоть в некоторых местах ее уже начали покрывать трещины. Посмотрев все, мы оставили и дальше увязать виллу в объятиях окружающей природы. Было только немного грустно на душе, что о тренере, который, если верить истории, вдохновил и помог многим юным спортсменам, так легко все забыли, и его дом оказался еще одним пустующим и хранящим воспоминания зданием. Какой же человек все-таки владел этим домом? Что с ним случилось и где он сейчас? Какие легенды ходят о нем? И что из них правда? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить далее. Сразу оговорюсь, что информации нам удалось найти не слишком много, но тем не менее мы попробовали составить из нее рассказ. И вот что у нас вышло. В прекрасной вилле XIX века итальянец Бенито жил вместе со своей семьей. Он был одним из тех счастливчиков, которым удалось связать свое увлечение и работу. Он был футбольным тренером. Не из тех, о которых мы слышим по телевизору или узнаем из газет, но такой, которого любили все местные дети и уважали их родители. Даже просто катаясь по окрестностям и видя играющих во дворах детей, он брал один из завалявшихся в его машине футбольных мячей и кидал им. А через несколько дней какие-то из этих ребят появлялись на пороге его футбольного клуба. Его дом находился среди полей, за пределами городков, где жили его ученики. Там он обустроился вместе со своей женой и принимал приезжавших в гости друзей, вместе с которыми они смотрели футбольные матчи и болели за любимые команды, о чем свидетельствовали найденные фотографии шумных застолий в гостиной, сейчас покрытой пылью и паутиной. Говорят, что тренер потерял своего собственного ребенка-подростка и потому отдавал всю свою отцовскую любовь чужим детям. Каждый из них теперь был словно бы его родным. Жена тоже ушла раньше него, оставив в одиночестве и воспоминаниях. Их общий портрет, старая черно-белая фотография, где они молоды, счастливы и беззаботны, до сих пор стоит у кровати. Но куда же он делся, оставив свою прекрасную, расписанную фресками виллу XIX века, полную дорогих сердцу вещей и памяти? Странно, но никто не может точно сказать, что же произошло, и версии разнятся. Кто-то говорит, что пойманный на махинациях со спортивным инвентарем, тренер, бросив все, бежал из страны, чтобы уйти от наказания. Эту версию поддерживают найденные в его доме документы, в которых говорится, что их тренерский комитет должен был уплатить большой штраф за использование поддельных мячей одной известной фирмы. Кто-то же утверждает, что тренер просто умер от болезни в начале 2000-х, будучи уже пожилым человеком, что, конечно, гораздо больше похоже на правду. Но обе эти версии сходятся в одном. В свое время это был очень уважаемый и всеми любимый человек, который привил любовь к спорту огромному количеству детей. Может быть, версию про побег придумали их родители, чтобы оставить надежду, что добрый мистер Альнаторе, как по-итальянски называют тренеров, еще не раз покажет им, как должны забиваться победные голы. К сожалению, в день нашего визита нам не удалось пообщаться с местными напрямую. Поэтому информацию мы собирали по крупицам из интернета и от знакомых, кому в свое время удалось перекинуться парой слов с жителями деревни. Поэтому пришлось довольствоваться такой информацией. Судя по оставленным в доме вещам, в ключевых моментах все сходится. Хоть приходящие сюда фотографы могли их переставить на свой лад, чтобы получить уникальные кадры. Это здесь обычная практика. Вилла оказалась заброшенной, скорее всего, после смерти или исчезновения, как вам больше нравится, самого тренера. Хотя какое-то время еще была под присмотром фермеров с окружавших ее полей. Прямых наследников после смерти ребенка у него не осталось. Возможно, сейчас виллу тоже выкупил какой-нибудь фермер, которому нужна была земля, а до самого здания ему дела нет. Но, как вы понимаете, два варианта истории нас не слишком-то устраивали. Ведь всегда интереснее докопаться до правды.
Поэтому мы с моей подругой Ольгой, которая уже давно живет в Италии и прекрасно говорит на итальянском, решили найти кого-нибудь, кто смог бы нам в этом помочь. И что же мы сделали? Помните, когда я рассказывала про наш визит в виллу, то упомянула, что на столе лежали карточки ребят, членов футбольного клуба, где работал наш тренер. Мы подняли сделанные в тот день фотографии и рассмотрели имена этих ребят. Затем через Facebook стали их искать. К сожалению, поиск выдал нам огромное количество итальянцев с одинаковыми именами. И представив, как нам придется им всем сейчас писать, наш энтузиазм поутих. Но мы решили поступить хитрее. Взяли и сузили поиск по ключевым крупным городам неподалеку от виллы. Хотя позже смекнули, что итальянцы, как и европейцы в целом, очень любят часто переезжать внутри своей страны. Тогда вступил в дело еще один параметр – приблизительный возраст искомых персон. На карточках можно было разглядеть дату рождения и дату вступления в клуб. В основном ребята родились в 73-76 годах, из чего мы подсчитали, что на сегодняшний день им уже должно быть по 46-49 лет. Здесь тоже была загвоздка. Не все указывают свой возраст в социальных сетях. Но мы хотя бы, глядя на фотографии профиля, смогли отбросить из выборки совсем молодых ребят. И в конечном итоге сузили круг потенциальных учеников тренера до пары десятков персон. Осталось дело за малым – разослать им всем одинаковые письма. Авось где-то нам повезет, и человек действительно окажется тем самым мальчишкой из клуба, который ответит нам и сможет немного рассказать о своем учителе. Так мы и поступили. Ольга разослала всем письмо примерно такого содержания. «Здравствуйте. Извините за беспокойство, но, может быть, вы знаете человека с таким именем?» И вот несколько дней ожидания и уже почти разочарования в этой идее, как вдруг... «Здравствуйте. Да, это был мой тренер по футболу. Почему вы спрашиваете?» Кажется, у нас получилось, и диалог завязывается. Видите, дело в том, что его дом заброшен, а про него самого гуляет легенда, что он приобрел поддельное спортивное оборудование, был осужден за это и вынужден бежать. Так ли это, вам известно? Насколько мне известно, он просто умер. Наверное, где-то в 2000-х годах, мне товарищ передал. Когда-то мы играли в одной команде. Значит, никакой истории с подделками и побегом не было? Не думаю, история про побег похожа на выдумку. Про подделки не знаю, может и приобретал. Скажите, а вы еще играете в футбол? Несколько лет уже не играю, здоровье не позволяет. Но до сих пор люблю этот спорт всем сердцем. Спасибо тренеру. Вот такой диалог у нас сложился. Конечно, мы рассчитывали узнать гораздо больше. Но, к сожалению, откликнувшийся бывший ученик после ухода из клуба не поддерживал контакт с тренером, переехал в другой город и больше не следил за его жизнью. Но теперь мы хотя бы знаем, что ту фантастическую историю с побегом можно отодвинуть и вернуться к истории более банальной и более грустной. Поиск других учеников и расспросы мы решили приостановить и остались довольствоваться собранной информацией. Все-таки такие расследования хороши в меру, и не стоит ими досаждать незнакомым людям. Да и пусть сама история сохранит нотку недосказанности. Так, наверное, даже интереснее. А если когда-нибудь нам удастся узнать что-то новое, мы просто снимем продолжение. В любом случае, я надеюсь, этот эпизод вам понравился. И если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Я тут недавно смотрела статистику и обнаружила, что многие смотрят нас без подписки. А для развития канала она очень важна. Поэтому, если вам нравятся наши истории, вы хотите, чтобы мы развивались и делали все новые и новые ролики, пожалуйста, подпишитесь. На этом у меня сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в заброшенных местах. Пока!